Всем привет! Сегодня я попробую пройти умопомрачительную, головокружительную игру Half-Life Alyx на 100% и при этом вернуть деньги за игру. Звучит как безумие? Да, так и есть. Начнем с правил возврата Steam. У вас есть 2 часа игрового времени и 14 дней после покупки, чтобы запросить возврат. Это значит, что у меня есть всего 120 минут на полное прохождение со всеми достижениями. Всего их тут 42 штуки, и моя цель получить их все. Звучит жестко, но у меня есть план. Первое, что нужно сделать, убедиться, что игра загружается быстро и без лагов, ведь время загрузки считается. Да, без мощного железа тут не обойтись. Спасибо моему другу Антону за то, что одолжил мне шлем и свою видеокарту. Он, бедолага, наверное, играет в сапер все это время. Конечно, он сделал это добровольно. Без него это видео вышло бы не скоро. Второе, научиться ходить и привыкнуть к VR. Мозгу очень сложно, картинка идет, а ты стоишь. Поначалу я вообще не мог ходить и пользовался только телепортами. Степ 3. Проложить маршрут и понять, где можно сократить время. Я бы, конечно, мог использовать жесткие баги, например, прохождение через текстуры, перемещение через полкарты на нулевую координату или полеты по воздуху. Но жесткие баги я использовать не буду. Во время прохождения произошел полный пиздец. И мне пришлось перезапустить запись. Так что если после 65-й минуты интерфейс внезапно исчез, не паникуйте, это не баг, это фича. Готовы начинать? Я совсем немного потренировался? Нет, не для того, чтобы успеть за 2 часа, а для того, чтобы сыграть вам на пианино. Поехали. При входе в игру я получаю достижение 1 гнома. Первое достижение есть. Фух. Следом вижу криповую заставку. Она вас тоже всегда пугала? Как же оно все дергается, надеюсь, на записи будет полегче. Спойлер. Нет. Просыпаюсь на балконе с прекрасным видом на цитадель. Сразу же разбиваю первую бутылку. Для достижения нужно разбить 50. Следом получаю звонок от бати, который сообщает, что сопротивлению удалось украсть мини-реактор. Алекс ведет наблюдение за Альянсом и сообщает, что те начали стягивать припасы в зону карантина. На этой ноте Илай заканчивает разговор, и мне открывают путь дальше. Пора отправиться в убежище. По пути в квартире Алекс кормим Снарка и получаем второе достижение. Двигаюсь дальше, и перед самим убежищем на выходе с лифта натыкаюсь на патруль комбайна. Как оказалось, ограбление заметили и хотят найти виновных. Илая уже поймали. Ой, ты красивый. Его вырубают и хотят отвезти на допрос. Нас тоже вырубают, так сказать, за компанию. Отойдя от шоковой терапии, просыпаюсь в автозаке. Алекс начинает бушевать. Очнувшись после этого, обнаруживаем дрона, который передает нам наушники. Оказывается, это был Рассел, ведущий ученый сопротивления. Именно он и устроил этот спасительный хаос. С помощью опасного луча нам открывают путь на свободу. И мы получаем достижение за побег из автозака. Следуем за дроном в убежище Рассела. Изначально он планировал спасти Илая, но так вышло, что спас именно меня. Попав на игровую площадку, спускаем ведро с горки и получаем достижение по катушке. И ждем, пока дрон опустит лестницу. Он рассказывает, что во время ограбления, помимо реактора, также нашли какие-то мутные снимки. И теперь Альянс хочет устранить всех, кто знает о их существовании. Что скрывает эти фотографии, пока не ясно. Ну, давай. Забравшись выше, видим, как Страйдер случайно ломает дрона. И наконец-то попадаем в убежище. Он взорвался. Находим счетчик Гейгера и прилаживаем его к Расселу, за что получаем достижение. Далее подбираю фигурку разведчика, она мне еще пригодится. Ведь попал почему-то по столу. Отца нужно спасать, и хорошо, что у Рассела есть план. Обозначаем себя бейсболистом и получаем достижение «Крепыш сбитый». Пока Илая будут перевозить в тюрьму Новопроспект для дальнейшего допроса,
Алекс сядет на другой поезд, который через зону карантина довезет ее до развилки. Там мы должны взломать управление, остановить поезд, разобраться с солдатами Альянса и спасти отца. Великолепный план. Просто охуенный, если я правильно понял. Надежный, блядь, как швейцарские часы. Путь мне выдают пару Russell перчаток, местный аналог гравипушки. И отправляют откалибровать их. Во дворе нахожу кепочку. Теперь я та же самая Алекс, только со стильной кепочкой. Также в углу на диване нахожу себе напарника, гнома Хомски. Он точно не даст заскучать. Помимо надежного плана, Рассел дает мне разряженный пистолет и обойму патронов, которую я должен поймать на лету, для получения достижения быстрее пули. Давай. И теперь мы наконец-то готовы отправиться в путь. Наше с тобой путешествие начинается. Скрытая реклама. Из-за усиленных мер безопасности они закрыли проезд через зону карантина. Тут и заканчивается наша поездка на поезде. Что ж, пора топать пешком. Походу это был сон. Подбираю с трупа обойму патронов и получаю достижение «Щедрость мертвеца». Если так случилось, что у вас закончились патроны и нечем открыть замок, становимся перед замком и просим о помощи. О, великая компания Valve, славься во всем мире. О, великий Гейб Ньюэлл, дай мне патронов, ибо замок крепок, а монтировки у меня нет. Дай человеку обойму патронов, он будет счастлив одну главу. Дай человеку 300 bullets. и он будет счастлив до конца игры. Не поняли, что произошло? Это секретная разработка VALVE. Когда заканчиваются патроны, их лидер Гейб незаметно сбрасывает аирдроп с одной обоймой. Можете пользоваться, все легально. Ладно, вернемся к прохождению. С помощью мультиинструмента Алекс открываю дверь. Это чудо техники пригодится мне еще не раз. Встречаюсь с первым противником, Барнакл. Они будут мешать всю игру. Если попасть на их длинный язык, то они медленно затянут добычу к себе в рот. Я специально не говорю, что они затянут щупальца. Это же не визуальная новелла в жанре хватит о них. Впереди огромный механизм. Именно за ними спрятан вход в зону карантина. Нахожу пульт управления, но для работы ему требуется источник питания. Но благо он находится недалеко и спрятан в оружейном ящике. Быстро восстанавливаю здоровье, забираю Хомски и получаю достижение за открытие прохода в зону карантина. Нужно двигаться дальше, через заброшенное депо прямо к развилке. Здесь полно зомби, но я буду проявлять пацифизм, где это возможно. Хотя одного все-таки убиваю, а нефиг заграждать мне проход. Вижу хэдкраба. Когда эта маленькая тварь впервые запрыгнула мне на голову, я так отчаянно пытался его сбросить, что почти сделал себе случайно ударив геймпадом по своей черепушке. Боль была очень-таки реалистичной. Пробегаю по коридору, полному странных рисунков, и вижу звонок. Ебашу по нему изо всех сил, времени ждать нет. Дверь нам любезно открывает Вортигонт. Пропустить его диалог не получится. Я пытался. В процессе общения с ним сжимаю сердце хэдкраба. Ладно, другое сердце хэдкраба. И получаю достижение «Свежий отжим». Он рассказывает нам про свою тяжелую жизнь. А я, конечно, пытаюсь объяснить, что очень занят. И у меня нет времени его слушать. У меня всего 2 часа на возврат. Но он оказывается очень настойчивым собеседником. Вкратце, его сородичей поймали, и я их спас. Или спасу. Наш отец кот Шрёдингера, и он типа мертв. Or will be. It is a matter of perspective. А еще Альянс просверлил ему голову и отрезал отвор сущности. Мы вместе с Хомски, конечно, пытаемся поддержать нового друга. Братик, ты не один. Я с тобой. Вот в этой твоей голове. Но, похоже, вместе с Ворд-сущностью у него украли и коллизию, так что у него в голове теперь реально пусто. Наконец-то нас выпускают и дают направление пути. Look to the northern south. I am not here. Sustenance. Спасибо. Получаем вкусняшку, а вместе с ней и достижение. Прохожу дальше и вижу подвешенного зомби с дробовиком. Выглядит как новая обложка журнала. К сожалению, забрать дробовик с первой попытки не получается. Зомби явно не хочет делиться. Сука. Но подняв его чуть выше, получаю достижение зомби с дробовиком, а также самое сильное оружие в игре, которое выносит почти всех с одного выстрела. Правда, патронов к нему настолько мало, что в большинстве случаев я буду использовать пистолет. Быстро пробегаю по канализации, здесь полно монстров и крыс, но сплинтера среди них я не увидел. В конце коридора нахожу фонарик, что конечно радует, но теперь мне нужно вернуться обратно.
И вот тут начинается первый действительно тяжелый момент. Нужно проскочить мимо всех зомби и хэдкрабов. Если хоть раз получу урон по лицу, Хомский может выпасть с рук, а искать его в пылу битвы, да еще и в темноте, то еще удовольствие, поверьте. Но мне везет, я каким-то чудом уворачиваюсь от всех монстров и пробегаю дальше. Тяжелый участок, но очень быстро прошел, очень легко. При любом ударе его нахер выбивают. А дальше у нас манхэки. Это летающие бензопилы, очень опасные роботы. При касании они наносят огромное количество урона. Сука, патрон на дробовик потратил. Убиваю дронов, забираю рычаг и открываю проход дальше. В одном из коридоров чуть не умираю от барнакла, забыл как стрелять. Хули ты, блядь, не стреляешь? Для открытия прохода дальше нужно найти следующий вентиль. Находится он в взрывоопасной комнате слева. Моя задача – аккуратно забрать вентиль и не превратить себя в фейерверк. Случайный выстрел не туда может легко подорвать весь подвал. Забираю вентиль и на выходе получаю достижение Zen Садик. Наконец-то добираюсь до развилки. Там хпшка фуловая, отлично. Но сначала нужно разобраться с местной стражей Альянса. По пути собираю все патроны и разбиваю бутылки, готовлюсь к перестрелке. Тут мне нужно выполнить одно достижение, а именно убить солдата, выстрелив в вентиль его газового баллона. Не получается попасть в первого. Все хорошо, дальше будет еще один. Сука. По второму тоже не получается попасть. Принимаю решение загрузить сохранение. Снова дохожу до нужного момента и не могу попасть в этот чертов вентиль буквально на пиксель. Все пули летят мимо. Во время перезарядки случайно выполняю другое достижение. Для его получения нужно украсть предмет у живого противника. В пылу битвы я даже не заметил, что выполнил это достижение. Как же все хуёво я делаю. И дальше сделаю еще пару попыток, чтобы быть уверенным в его получении. Так, этот есть. Получаю достижение «Жгучая боль». Блять, нервничаю, пиздец. Я не помню, я украл у типа или не украл. Добираюсь до развилки. Чтобы остановить поезд, нужно взломать терминал. 12 seconds later. Что-то какая-то хуйня выходит. A few moments later. Сколько времени уебал? Потратил всего минуту на легкую головоломку. Каждое прохождение, судя по всему, она рандомная. Спидранеры не одобряют. Забираю батарею и проводник, настраиваю терминал, и в попытке остановить поезд ломается ручка. Ладно, видимо теперь нам с Хомски придется тормозить поезд по старинке. Кажется, тут обычное нарушение последовательности. Ответвление растет со стабильной скоростью. Вариант опознан. Вы арестованы за преступление против священной хронологии. Руки вверх. Сбросить эту реальность. Ладно, видимо теперь нам с Хомски придется тормозить поезд по старинке. Получаю достижение с рельсов за экстренную остановку поезда. Посреди развалин нахожу отца, который висит на волосинке от смерти. Вартигонт врывается с двух ног, спасая Илая. Охуеть. А с Хомски так сможешь? As I said I would. Блять. И тот сообщает, что узнал о каком-то супероружии. Альянс хранит его здесь, в бункере. Теперь мне нужно найти этот бункер. После длинного разговора наконец-то мне открывает путь дальше. Попадаю в следующую главу. Для прохода дальше нужна ключ-карта. Вызываю лифт. Зомби явно не рады, что я делаю это без очереди. Забираю карту и, возвращаясь, понимаю, что где-то уже проебал своего напарника. Алло, блядь, ты где? Где, сука, гном? Как ты туда вообще попал? Нахожу гранаты. Первая граната чисто пристрелочная. Вторую забираю, пригодится. Тем временем Рассел узнает о расположении бункера. Он парит в воздухе, так что добраться до него будет трудновато. Но если мы проследим, куда ведут кабели и оборвем их, то нам удастся спустить бункер на землю. Ох уж этот Рассел со своими гениальными планами. Пытаюсь закинуть трехочковый. Но даже в такой легенде, как Леброн, процент попаданий всего 35, так что не расстраиваюсь, 50 тоже неплохо. После взрыва открывается проход в комнату, с которой можно отключить защитное поле. Забираю парочку гранат с собой.
Пытаюсь взорвать тяжелого солдата, но не рассчитываю время взрыва. Ладно, грузимся. В этом месте, после выхода с комнаты, он гарантированно выставляет щит. Забрасываю гранату и вуаля, достижение непрямой подход. Пробегаю мимо патрулей Альянса, но не тут-то было. Напарник настаивает на полном геноциде локальных сил Альянса. Может, просто пройдем мимо? Выбравшись наружу, нахожу отель с северной звездой и, заходя внутрь, получаю достижение заселения. Ребята, много не пейте, а то на утро будете выглядеть как этот бармен. Забираю с собой источник питания и начинаю наводить порядок в баре. Я реально прыгнул, чтобы достать до той бутылки. Ну, думаю, суть вы уловили. Ни одна бутылка не выжила. Делаю небольшой обуз, запрыгиваю на тележку с багажом и с нее на второй этаж. Все ради того, чтобы не потерять источник питания, который находится у меня в рукаве. Иду по отелю и вижу, что он полностью зарос фауной мира Зен. Проходя вперед, встречаю электрического хэдкраба. Максимально быстро вношу урон, пока он не начал спамить телепортами. После убийства забираю его сердце и использую вместо батарейки, за что получаю ачивку от всего сердца. Теперь самая тяжелая головоломка в игре. Красное поле по центру разделяет сферу на две части и не дает протянуть связь, но мне супер везет и прохожу достаточно быстро. Спускаюсь в самый низ отеля, где с кармана достаю тот самый источник питания, который я сохранил в прошлой главе. Без него пришлось бы тратить драгоценное время на поиск альтернативного варианта. Пока жду лифт, зачищаю этаж и собираю все патроны и аптечки. Так. Центрируемся немножко. Бегите из катакомб. Поднявшись наверх, снова захожу в отель, но уже с другой стороны. Чуть не умираю от споры, которая взорвалась за спиной. Глажу животик опасному растению и быстрым движением выхватываю гранату. Поднимаюсь выше и делаю паунс в окно. Фух, кажись, отпустила. Тут меня уже ждет толпа зомби. Хорошо, что решение проблемы прямо под ногами. О, та самая сцена с хэдкрабами. Надеюсь, в реал-лайфе ее не встречу. В одной из комнат мне повезло найти незащищенное оружие Альянса. Правда, урон у него как у водяного пистолета. Теперь понятно, почему комбайны не убивают меня с выстрела. Выключив электричество, также отключаю и защитный барьер Альянса, который не дал бы возможности пройти дальше. Теперь пробегаю мимо хэдкрабов и барнаклов, забираясь на самый верх. Для прохода дальше нужно получить сразу два источника питания. Использую небольшой обуз. Пока два хэдкраба стоят рядом, закидываю гранату и наношу кучу урона. Почему просто нельзя зарашить с пистолетом? Можно, но я же не Сильвер, чтобы рашить без гранаты. Если не убить их быстро, хэдкрабы начнут захватывать зомби и делать их неуязвимыми. Придется стрелять в уязвимые места, пока не заставишь его выбраться наружу. Ну давай. И даже после этого он может залезть в другого бедолагу, и придется начинать все по новой. Открываю проход дальше и нахожу одну из станций, которая питает бункер. Ловким движением пуль отключаю ее и нахожу источник питания. Там типа спрятан вартигонт. Ну, у меня 3 попытки есть. Пока он рассказывает про свою тяжелую судьбу, я пытаюсь взломать чертов тайник, который вообще не хочет поддаваться, но хотя бы отмычки тут бесконечные. Я подошел, послушал. Или не послушал, что я там сделал. Сюда давай. Это забираем. Хилимся, живем. Гномеуса. Ourselves and exact our own vengeance. You must go to the weapon. О, у меня уже есть I weapon. can't get into the vault if the substations are still online. Do not worry, Alex Vance. They will not be. We will not allow it. I will clear the path. И меня отправляют в путь, но в конце кидают фразу «Помни, между нами нет расстояния, мы смежны». Неужели это какой-то намек, что Алекс тоже владеет ворд-сущностью? Или же у меня шиза, и он говорил о своих сородичах? Оставлю этот вопрос вам. Так, украсть у охранника, поймать гранату. Может, сейчас это прям тут сделаем. Может, прям тут и сделаем. Отключите подстанцию. Кусачка. Пробегаю вперед и активирую триггер открытия двери. Но слишком долго лутаюсь. Подбегаю ближе, и патруль устраивает расстрел. Расстрелять!
Все идет не по плану, мы уже потеряли рядового Хомска, а ХП осталось на пару выстрелов. Принимаю лучшее решение – грузить сейв, но перед этим попробую выполнить 2 достижения. Украсть предмет, не был уверен, что выполню, и поймать гранату на лету. Ты гранатами кидаться собираешься? Черт. Блядь, я только гнома нашел. На этот раз моментально пробегаю мимо, пока у патруля происходят заскриптованные анимации. В следующей драке пробежать мимо уже не получится. Нужно убить всех солдат, чтобы на арену вышел Биг Босс и открыл проход дальше. Теперь на 100% уверен, что украл гранату, а достижение получил раньше. Захожу в здание, и вот она, новая веселая глава, куча мин. Нужно их обезвредить с безопасного расстояния. Да, я самый меткий стрелок на Диком Западе. Также есть более мирный вариант – обезвредить мину с помощью инструмента Алекс. За это даже дают ачивку. Выбираясь на улицу, замечаю, что Вортигонт уже начал уничтожение подстанций. Вортигонты взрывают станцию. Забавный момент. Если быстро добежать до пулеметчика, он по скрипту телепортируется. Прямо сюда, на подиум. Наверное, хочет быть местной звездой. Пробегаю мимо зомби и снова нахожу патруль Альянса. Думаю, настало время выполнить достижение с гранатой. Именно тут они кидают ее чаще всего. Кинь свою ебаную гранату. Прячусь за укрытием и жду, но они максимально отказываются пользоваться гранатами. Это пиздец. Сколько я на это время трачу? Что глючит уже? Решаю во второй раз просто пробежать мимо, но попадаю прямо в засаду. Мои укрытия разносят на щепки, а вся проблема в том, что не перезарядил оружие в безопасности. Ну кинь гранатку. Наконец-то, смертельный улов получен. Спасибо. С этими рандомными ачивками закончили. Дальше проблем быть не должно. Захожу в здание и нахожу комнату, полную взрывных бочек и мин. Пожалуй, лучше их обезврежу, а то еще кто-нибудь взорвется. Тут есть небольшой трабл. Помимо возможности наступить на мину, можно случайно толкнуть объект, на котором висит мина, и это приведет к детонации всех зон. Блять, думал, сейчас взорвусь нахуй. Батя уже вспотел. На выходе из этой бомбической комнаты беру в руки ящик с лутом и разбиваю. С него выпадает ачивка, а следом получаю еще одну за обезвреживание всех мин в прошлой комнате. Ну хоть кто-то ценит мою осторожность. Дальше с помощью силы паркура запрыгиваю на второй этаж и попадаю на завод. Куча водки. Понятно, чем тут работяги занимаются. Начинаю массово сокращать популяцию бутылок. Водка плохой не бывает. С этой фразой связано другое достижение, но об этом позже. Наконец-то получаю ачивку за разбитие 50 алкогольных Хорошо, все, напитков. с этой хуйней закончили. За работяг можете не переживать, водки тут хватает. У них даже есть собственный бар. Метким попаданием спасаем бедолагу от неминуемой гибели. Обращайся, братишка. В знак благодарности он делится с нами важной информацией. You gotta cover your mouth. Hey, I almost forgot. What's your name? Hey, Alex, I'm Larry. Имеет охуенную шапку. Она явно круче моей синей кепки. Собственно, и сам Джек. В отличие от обычных монстров, он реагирует на шум. И что забавно, им можно управлять с помощью водки. Заманиваем ценителя спиртных напитков в холодильник и закрываем. Вызываем лифт и ждем. Ты пока тут отдохни. В этот момент наш новый друг решает, что ему надоело тусить в темноте, и пытается вырваться. Ну а мы что? Мы ждем. Как бармен. Блять, почти. Тухнет свет. Для его восстановления мне нужно попасть в холодильник, то есть выпустить монстра с коробки. Это будет немного опасно. Максимально тихо восстанавливаю подачу электричества, и при попытке уехать, Джефф настоятельно просит придержать лифт. 6, 7, 8, 9, 10. Сейв на всякий. Для следующей ачивки мне нужно подойти ближе, и еще ближе, и простоять в шаге от смерти 10 секунд. То чувство, когда ты так рядом, но не можешь взять и обнять сзади. Или может вставить вот сюда скример, но я не настолько подлый. Я в диван споткнулся сзади. Моя остановка. Следующим в очереди на обнимашке пусть будет кто-то другой. Вижу бегущего хэдкраба, и пока он не наделал шума, скинув бутылку, стреляю в него, за что получаю достижение «Панцирная паника».
Для прохода дальше нужно найти 3 источника питания. Открыв ящик с инструментами, ловлю падающую бутылку и получаю ачивку в посудной лавке. В следующем ящике нахожу первую батарейку и прячу в карман. Мой новый друг уже бежит ко мне. Замансив между стеллажами, забираю вторую, а затем и третью батарейку. Возвращаюсь, запихиваю батарейки, запускаю механизм, но тут на звук неожиданно прибегает Джефф. Тут и начинается весь пиздец этого прохождения. Кладу бутылку водки в карман, заманиваю Джеффа в пресс для мусора и сохраняю игру. Пытаюсь выполнить сразу 2 достижения. Ёб твою мать. Видимо, из-за сейва что-то пошло не по плану. В этот момент игра начинает жутко лагать и не может прогрузить сохранение. Дерганный кадр, черный экран. Что случилось? Из-за длинной записи у меня начались жесткие лаги. Видимо, игра решила, раз у меня виртуальная реальность, то и FPS у меня должен быть виртуальным, а не реальным. Лагает. Ползаряда еще есть. Ну уже. Разлагай. Я сорвался с места, комп у меня находится в соседней комнате. Добежал до него со скоростью спидранера и перезапустил запись. И тут оказалось, что все это время я записывал экран игры, а не экран VR. Возвращаюсь на сохранение, беру водку, заманиваю Джеффа и запускаю прессовку мусора. А достижение где моя? Oh my god, Jeff, are you okay? Смешно ей, да? Гружу сейв. Кстати, вы раньше не видели, но у меня есть козырная карта. Выглядаю потужно. Я перезапустил запись, видно было, как VR глючил. И плюс я включил отображение VR, вы не видели просто достижения. Делаю почти все то же самое. Теперь оставляю Джеффа замкнутым, но живым. Бегу дальше по сюжету, но делаю это слишком быстро и пропускаю достижения, связанные с Джеффом. А где мое достижение за то, что я Джеффу жизнь сохранил? Походу придется откат делать или что? А еще я забыл бутылку водки. Короче, все началось сыпаться, как карточный домик. Блять, я бутылку водки забыл. Как же я начал фейлить? Давай по новой, Миша, все хуйня. Гружу сейв, беру водку, закрываю Джеффа, открываю бункер, проверяю, чтобы ничего не забыть, даже беру еще одну бутылку в руку. Стою, жду достижения. Дайте мне достижение за Джеффа. Спасибо. Мертвецкая тишина. Наконец-то, все прошло легко, можно расслабиться. Сука, я гнома забыл. Ёб твою мать. Аж водку с рук выронил. Давай по новой, Миша, все хуйня. Водка есть, Джефф есть, Хомский есть. Знаете, когда не идет, то уже не идет прям совсем. Чтоб ты не делал. Блять, это забыл, то забыл. Водку бутылки забыл. Открыть проход? Есть. Чуть не забыл Спасибо. забрать последнюю 10-ю смолу. Кстати, 10-я. Она нужна для апгрейда оружия. И наконец-то отправляюсь дальше. Блять, я тут проебал, наверное, минут 10. С этими ебаными загрузками, с ебаным Джеффом, достижением. Приношу бутылку водки в лабораторию Рассела. Сразу получаю достижение «Все ради товарища». Активирую верстак, прохожу небольшую головоломку и пытаюсь добавить на пистолет коллиматор. Пока происходит апгрейд, нахожу батарейку и открываю проход дальше. За улучшение пистолета получаю ачивку. Не забываю забрать пистолет. Вот так она должна выглядеть. Так, кажись, я забыл еще что-то важное. Точно, хилка. Пробегаю глубже в логово муравьиных львов и вижу дверь, которую нужно поднять 2 руками. Как можно быть таким... Как, блять, можно забыть гнома? Сука, у меня единственная цель — донести его до конца игры. Вообще больше ничего делать не надо. Снова пробегаю по логову. Надо ускоряться максимально. В коридоре меня ловит Барнакл и затягивает в текстуры. Таймер я не вижу и не знаю, успеваю или нет, поэтому каждая потеря времени загоняет в тиль. Да я в ебаных текстурах застрял. Блять. Снова Барнакл. Со злости выстреливаю все обойму. Пробегаю вглубь зоопарка, забежав в секцию с морскими обитателями, получаю ачивку «Уровень моря». В узком проходе встречаю муравья, но успеваю проскользнуть мимо. Проход дальше закрывает силовая стена. Нужно пробежать по локации и провести питание по проводам. Местные обитатели будут немного мешать. Подключив поле, пролезаю через канализацию и выхожу наружу. Поднявшись наверх, попадаю в перестрелку с патрулем Альянса. Мне сильно везет. Получив несколько пуль, Хомский остается в руках. Убегая от патруля по узким коридорам, слышу разговор с советником Альянса. Got in there, survived Black Mesa. He raised holy hell and then just disappeared. Survived Black Mesa, then disappeared. Eli, they do have a super weapon. God damn it, Russ, they got Gordon Freeman. So, let's go save Gordon Freeman.
Остаться незамеченным не удается, в меня летит граната, но у меня получается спрятаться от взрыва. Нужно добраться до центра управления и спасти Гордона. По пути встречаю редкого муравья. Пока одной рукой вызываю лифт, второй пытаюсь отстрелить ему конечности. Получаю много урона. Хорошо, что у меня есть козырь в рукаве. Пробегаю мимо элитных монстров и активирую свой второй козырь в рукаве. Комната под нами набита минами и взрывчаткой, но с помощью гранаты ее можно быстро обезвредить. Пока я пытаюсь пройти через дверь, нам рассказывают легендарную историю Фримена. Он смог спасти человечество одной только монтировкой. Для прохода дальше нужно открыть армированные двери. Сложность в том, что нужно в течение секунды подать энергию сразу на 3 замка. И пока Алекс не откроет дверь, монстры будут нападать бесконечными волнами. На опыте я быстро справляюсь и прохожу дальше, получая достижение тройное шунтирование. Попадаю в логово Альянса, решаю небольшую головоломку, простреливаю проход и отправляюсь прямо к бункеру. Сейчас будет одна из сложнейших глав всей игры. Восстанавливаю здоровье до фула и готовлюсь двигаться дальше. В первой же перестрелке ловлю маслину, теряю Хомски и половину хп, но удается взять контроль над ситуацией и пробежать мимо остальных стражей. Ломаю доски, захожу в водонапорную башню и получаю достижение вода высшего сорта. Здесь и начинается пулевой ад. Противников очень много, еще и дроны, которые налетают толпой. Тут мне понадобится дробовик, патроны к которому я так сильно экономил всю игру. Видимо, плохо экономил. На дронов их как раз не хватает. Ну, тупая. Ебаный дробовик. На этот раз решаю пробежать мимо. Осталось совсем чуть-чуть. Но какая же это была ошибка. Не могу запрыгнуть наверх, а хп у меня остается буквально на пару ударов. Я, конечно, отстреливаюсь из последних сил, но в очередной попытке запрыгнуть срываюсь и падаю в пропасть. Гружусь. Опять мимо. Дроны еще и выбивают Хомски с рук, которого так и не получается найти. На третью попытку мне наконец-то удается запрыгнуть наверх. Теперь меня никто не остановит. Но в солдат Альянса другое мнение. Не, пиз... Ебаный черт снизу захуярил. Oh shit. Here we go again. Снова добираюсь до пульта управления и на этот раз прячусь от этого черта снизу. На всякий случай. Моя задача состыковать мост с кораблем Альянса. Что в этом сложного? Жму на все рычаги, все идет немного не по плану, и я обрушиваю корабль. Прихожу в сознание среди обломков. Я выжил, а значит можно продолжить поиски бункера. Пробираюсь среди развалин и натыкаюсь на гениальную вещь. Называется она «Защита от возврата». Меня не пускают в финальную главу, ведь прошло меньше 2 часов. Разрабы новых игр, берите на заметку. Немного теряюсь, но быстро возвращаюсь на путь истинный. Куда я, блядь, залез? Включаю электричество, вызываю лифт и случайно бужу Страйдера. Видимо, он встал не с той ноги, ведь сразу начинает стрелять по мне из всех орудий. Принимаю рискованное решение перезарядиться в лифте. Часто слышал, что Хомский в лифте может провалиться под текстуры. И в моменте он действительно выпадает с рук. Сердечко ёкнуло, но слава гному он не провалился. Моя остановка. Убегаю по руинам. На парковке натыкаюсь на патруль Альянса. Первую группу можно обойти, но со второй придется сразиться. Пробегаю дальше по развалинам, пока не нахожу огромную пушку. Ну шо, Страйдер, 1 на 1? Стреляю я очень быстро, но не очень метко. Но все равно побеждаю в этой дуэли. Жду, пока откроется проход, и захожу прямо в луч. Все, мы справились. Мой мальчик. Мы сделали это. Мы донесли Хомски. И получаем достижение «Бункер для моего гнома». Попадаю в какое-то странное место. Тут законы физики работают по-другому. Вон, какая-то сила возвращает меня назад. Да и гравитация тут тоже действует по-другому. Меняется ее направление. Предметы движутся сами по себе, а где-то они летают как в вакууме. Давай, мальчик. Тут уже все, 5-10 минут буквально. Заходим в странную бирюзовую дверь и попадаем к входу в бункер. Так как оружие у нас отобрали на входе, мне на помощь приходят расовые. С их помощью я могу высасывать зеленую энергию и стрелять как Райден.
Зачищаю проход с помощью новой способности. Пройдя половину пути, энергия пропадает, и нужно открыть себе путь с помощью гранат. Гравитации для предметов тут нет, и физика гранат выглядит очень интересно. После зачистки коридора от первой волны приходит подмога. Мне восстанавливает доступ до энергии, и я типа с ее помощью должен разобраться с подмогой. Но точного броска гранаты достаточно. И вот она, финишная прямая. Гордон, я пришел тебя спасать. Получаю достижение за нахождение супероружия. Alright, Gordon. Let's get you out of this thing. Как оказалось, там был заключен не Фримен, а другой персонаж, тот самый G-Man. Gordon Freeman? Gordon Freeman. Miss Vance, some believe the fate of our worlds is inflexible. My employers disagree. They authorize me to... Ай, блядь. Я справился, ребятки. Что там у меня на записи? Вроде там 44 минуты, что такое, В непонятно. награду за его спасение он предлагает выполнить наше желание. Я хочу компанию Valve, стану ее владельцем. That would be a considerably large nudge. Too large, given the interests of my employer. Ладно, тогда я хочу выпустить игру с тобой. Назовем ее Half-Life G-Man и продадим идею Габену. Нет. Half-Life Барни? Нет. Я хочу получить все достижения в Half-Life Алекс. Хорошо. И хочу увидеть Half-Life 3. Нет. Трейлер Half-Life 3. Нет. Тогда мне покажут Гордона. Хорошо, это приемлемо. И еще хочу несколько тысяч на баланс Steam. Сколько ты хочешь? 20. Нет. $1000. Нет. Тогда вернут деньги за игру. Ладно. Отличная сделка. Я увижу Гордона, я увижу Гордона, я... Итак, по порядку. G-Man переносит меня в будущее, где отматывает время и дает шанс получить достижение за спасение Илая. Good. Теперь все в прошлом. В смысле, в будущем? Неважно. So he's okay, right? He lives. My dad lives. В принципе, уже можно тут плевать. Has been unable or unwilling to perform the tasks laid. Но у меня вроде есть время в запасе. Так что насладимся катсценкой. I'm afraid you misunderstand the situation, Miss Vance. Wait! Hey, wait! 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 И начинаются титры. Как раз вовремя. Заряда VR-шлема осталось на пару минут. Во время записи я был на каком-то кураже, и эмоции держали меня в тонусе. Но когда я закончил, появилась сильная усталость, как будто вчера был день ног и рук. Игра, в которой я даже смотрю титры. Это даже забавно в какой-то степени. О, а я что, так мог сделать? Проверяем все полученные достижения. Есть 42 с 42. Все ачивки получены. Осталось запросить возврат. Игра слишком головокружительная, я ее недостоин. G-Man не обманул, и мне действительно вернули бабки за игру. Он настолько влиятельный, что мне разрешили вернуть деньги на 15-й день. Да, я забыл запросить возврат вовремя. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока. Стой, G-Man, а как же третье желание? Wake up, Gordon. She's gone, Gordon. She's gone. Son of a bitch, it has unforeseen consequences. I knew it. Вон он. When I get my hands on him, I'm gonna kill him. I gotta figure this out. Now. Come on, Gordon. You got what to do. На этой прекрасной ноте я ливаю. Всем спасибо.